Здравствуйте! Если вы хотите, чтобы ваши орхидеи также цвели, то необходимо соблюдать ряд правил для того, чтобы получить пышное, красивое цветение. Во-первых, орхидея должна быть здоровой, крепкой, сильной. Вот такое цветение, оно не бывает так вот сразу. То есть подростки, они, как правило, так не цветут. Маленькие орхидеи тоже. Когда я покупала вот эту вот орхидею в прошлом году, она была совсем маленькая, и вы, наверное, помните, она выдала всего один цветонос. И уже буквально через полгода она набрала хорошую зеленую массу, выпустила 3 новых листочка и уже этой весной выдала 2 огромных цветоноса и боковые побеги на них. Но чтобы она так хорошо цвела и росла, ее необходимо правильно посадить. Для новичков я советую стандартный грунт. Сегодня я еще вам покажу, как правильно выращивать, как правильно сажать, какой субстрат выбрать. Но для начала давайте поговорим именно о цветении, ведь приобретая орхидею, мы хотим именно пышного, красивого цветения. То есть основное правило — это правильная посадка. К ней мы еще вернемся. Второе правило. Пышное цветение без достаточного освещения у вас никогда не получится. Орхидеи в потемках, в темноте не цветут. Да, они могут расти в полутени, но для пышного яркого цветения им надо очень много солнца. Я когда была в Таиланде, на ферме орхидеи выращивают прямо на улице. Но для них создают специальные условия, то есть их притеняют сеткой 50%, потому что там высокое солнце, высокий ультрафиолет, и там сетка натягивается специально сверху и поддерживается высокая влажность. Там прям водопады стояли, фонтанчики, озера, море комаров из-за этого было. Но орхидеи в таких условиях чувствуют себя просто великолепно. То есть освещение. Мы не можем сделать, как в Таиланде. Там солнце просто дикое. Даже наш юг не соответствует тому, что есть, например, в Таиланде. Там солнце еще ярче раз в 5, чем на нашем юге. Так вот, для этого подходят элементарно обычные лампы. Фитолампы от 50 Вт. Я вам советую полного спектра на 50 Вт. То есть у меня 90 сантиметров сами лампы и 50 Вт каждая. Как правило, на полку 1 метр 60 сантиметров я ставлю 2 лампы, и их освещает практически 100 Вт. И вот это достигается, конечно, хорошее такое цветение. Для того, чтобы сама орхидея выпустила еще боковые почки, их надо кормить специальными удобрениями. Я уже говорила, какие удобрения для этого используются. Как правило, в удобрениях должно быть много фосфора, калия, немного азота, много аминокислот и витамины. Вот. Основная. А теперь давайте поговорим о пересадке, потому что это важный момент. Если вы неправильно будете сажать вашу орхидею, она у вас погибнет. Поэтому самая основная проблема именно пересадка. Смотрите, я получила орхидейки, видите, говорят, что мох сфагнум не гниет, а у меня покрылся плесенью. Орхидейки я получила неделю назад, и вот они вот уже начали, собственно, подгнивать. Смотрите, корневая, смотрите, подросток, довольно крупный. Горшки мы выберем двойные. Я орхидеи я люблю выращивать исключительно в двойных горшках, потому что в такие двойные горшки можно налить воду, и растение, оно, как бы, знаете, вода испаряется, и корешки получают вот все питательные вещества. И такое растение можно не поливать 2 недели ровно. Тут пришел нам Гоша. Он вообще любит все эти пересадки, поэтому ни одна пересадка не обходится без него. То есть он немного запоздал, но тут увидел, что вот идет процесс, и решил нам помочь. Поэтому пересаживать будем с ним. Итак, сейчас самое важное — подобрать правильный грунт. Когда вы еще новичок, то вам лучше использовать стандартный грунт. Я советую приобретать грунт для орхидеи от BioBooster, потому что это классический именно грунт, который поможет вам сохранить орхидею и сделать ее более здоровой и крепкой. Перед пересадкой орхидеи можно обработать фунгицидом каким-нибудь, любым. Например, Максим Дачник, замочить на 30 минут по инструкции. Затем делаем грунт. Вот смотрите, в этом грунте есть мох сфагнум.
Он немножко грязноват, но я считаю, что орхидеи в природе растут в лесу, на деревьях, поэтому какие-то излишние вкрапления, они не мешают. Есть кора сосны, чуть побольше фракции, чуть поменьше фракции. Вообще очень идеальная фракция для любых больших, маленьких орхидей, то есть подойдет для любых. Идеально, смотрите, гладкая поверхность, хорошее качество, керамзит, удобной фракции, то есть небольшой, не маленький. И тут удобрение. Удобрение на основе аминокислот, но это по желанию. Я, как правило, своими орхидеями я использую жидкое удобрение, поэтому я его оставила для других растений, которые я использую грунт. Но вы можете добавить к этой смеси именно вот это вот черное удобрение. Итак, давайте посмотрим, что у нас внутри, как вообще должен выглядеть грунт, настоящий, хороший для орхидей. Раньше мы использовали просто кору сосны и мох сфагнум, но орхидеи надо больше воздуха, больше пространства, чтобы грунт не плесневел. Начали добавлять керамзит. Он помогает как раз воздушность сделать такую, более питательной. Смотрите, отличное сочетание коры сосны и керамзита. У меня последние посадки, вообще у меня орхидеи растут в разных субстратах. Я уже говорила о них. И вот этот субстрат, он самый идеальный, то есть он подходит как для новичков, так и для людей, которые выращивают уже давно. Как правильно, люди, которые выращивают орхидеи давно, они экспериментируют там с циолитом, с вермикулитом, перлитом, чем только не стимулируют. И не всегда орхидея приживается. Даже у меня был один сорт, который не приемлил какую-то посадку. Поэтому именно вот этот грунт, он универсальный, подходит для всех орхидей. Ну, кроме ванды. Тут я пытаюсь приучить орхидею ванду к какому-то субстрату. Ну, в общем, никак вообще. Кроме опрыскивателя, к ней вообще ничего не заходит. Редкое такое растение, которое вообще без грунта растет и требует постоянного каждодневного опрыскивания, иначе засыхает. Вот такой грунт у нас получился. Идеально, говорю, грунт, в котором будет отлично расти растение. По поводу обработки. Орхидеи, как правило, обрабатывают фунгицидами. Идеально всего Максим Дачник. По инструкции замочили на 30 минут. От вредителей, например, каких-нибудь ползающих, сосущих, трипсы там. Что там еще сидит на орхидее? Мучнистый червь. Какие-нибудь еще черви. Помогает Актара. Лучше всего 2 грамма на 1 литр воды. Опрыскать 2 раза с интервалом 1 неделю. Итак, как сажать? Ну, в принципе, тут все просто. Орхидейки у нас среднего размера, подростки. Я кладу на дно грунт и вставляю наши орхидейки. Можно их зафиксировать палочками. Ну, я попробовала. Сейчас, смотрите, я взяла палочки. Заранее у меня их много. Когда они начинают цвести, вообще эти палки, если честно, не помогают. Цветоносы они не держат. Настолько они тяжелые, что там, наверное, надо штук 10 вставить, чтобы что-то стояло. Не знаю, как люди достигаются. У меня больше без этих палок они висят. Так удачнее. Вот так фиксируется, если вы хотите зафиксировать. И наполняете даже грунтом. Дальше грунтом. И получается все отлично. Это если орхидея, например, лежит. Бывает так, что вы пересаживаете из горшка поменьше, и она лежала у вас. Заваливалась. То тогда, да, имеет смысл ее зафиксировать. Но у меня орхидейки прямо стоят. И я убрала. То есть мне так проще. Тут у меня, если я не ошибаюсь, горшок где-то литров на 4, на 5. Плюс сама орхидейка корни. Тут Гоша у нас пришел, помогает. Он, кстати, попозже уйдет, когда мы опрыскивать начнем наши орхидейки. По поводу опрыскивания. Надо опрыскивать или не надо опрыскивать. На самом деле я орхидеи держу более 16-17 лет. Я уже не помню, когда они уже давно у меня появились. И первое время, первый год я их купала, замачивала, под душ их ставила, опрыскивала. Все это, конечно, не вредит самой орхидее. Ей нравится, но со временем становится времени все меньше и меньше, и орхидей все больше и больше. Когда их 2, 3, 4, 5, еще можно их как-то таскать в ванну, там поливать, опрыскивать, то когда их уже там
20-30 штук уже как бы занятие себе так себе. И поэтому нынче я их не опрыскиваю вообще. Ну, кроме Ванды. Ванда это отдельная, наверное, история, видео про которое надо снять отдельно. Грунт можно намочить, то есть вот так вот. Если корней мало, то приходится, конечно, опрыскивать первое время, чтобы она адаптировалась и начала расти новая корневая система. Также после пересадки я поливаю. Заметьте, вода скапливается на дне. И при этом сами корни, они не плавают в воде, а просто вода снизу испаряется. Почему я люблю вот эти горшки? Потому что 2 недели потом я эти орхидеи не поливаю. В моих условиях это идеальное содержание. Вот смотрите, у меня еще есть один горшочек такой вот. Эти горшочки можно найти на Wildberries, на Озоне. Двойные горшки для орхидей прозрачные, очень удобные. Именно вот такие вот с двойным. Один в один горшок вставляется. Никогда нижнее кашпо снимается, вот этот поддон снимается, они неудобные, потому что вода из них выливается, а именно вот такие. Плюс она там испаряется именно на сами корни орхидеи. Ну и поливаю я вот 1 раз в 2 недели. У меня дома жарко, сухо. Ну, в данном случае у меня сейчас где-то 50-60% влажности, но они очень-то хорошо пересыхают, потому что они стоят на стеллажах, и там достаточно жарко. Ну, это орхидеи, единственные мои цветы, ну, не считать антуриума, да, адениумов, которые переносят хорошо жару в 30 градусов. То есть идеально для них, потому что сейчас лето прям. А вот гераньки не очень себя хорошо чувствуют в такую жару. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока, всегда с вами Елена.